Дорогие друзья, всем огромный привет! Вы попали на канал Дело Семейное, и это наша новая серия.
Друзья, приехали мы на хутор. Снегу не сильно навалило за эту неделю, которой у нас не было. Немножко совсем. Буквально, наверное, 1-2 раза он тут прошелся. Нам постоянно пишут про котов, которые у нас здесь живут. Друзья, это не наши коты. Мы просто, когда сюда переехали, они к нам начали приходить, мы их подкармливали. И потом я построил вот такой вот для них домик. Для того, чтобы где-то там дождик или еще что-то, они могли прийти поесть, когда нас тут нету, либо еще как-то. Мы их не можем взять на руки. Они вроде даются, гладятся. Вот сейчас дымку погладили. Но как только берешь ее на руки, она тебя начинает кусать, царапать и все остальное. Пятнистая вот эта, она вообще не дается. Поэтому мы хотим сразу ответить на комментарии, кто там говорит, заберите ее к себе, их себе домой, их так жалко, все остальное. Друзья, нам их тоже жалко. Они даже сюда в дом к нам не идут, очень редко где-то заглянут. Поэтому все, что мы можем сделать, это вот приезжать, их кормить, за ними смотреть, насколько у нас это получается, не больше. Когда нас здесь не было, за ними вообще никто не смотрел. Поэтому то, что мы их сейчас приручили, ну вот так получилось. Мы приезжаем, они сразу к нам приходят. Поэтому мы считаем, что это уже хорошее, доброе дело того, что так вот мы им уделяем внимание. Они нас любят, приходят к нам и нас не боятся. У меня в колодце ведро металлическое. Я хочу его забрать под золу. Ого, водичка поднимается. Ну да, по колодцу видно, что начала вода подниматься. А летом уже вообще сухо было, ни капли. Почистим печь. Золу у нас есть куда выбрасывать. Все пойдет на грядки, удобрения.
В доме сейчас минус 15 градусов. Посмотрим, до скольки мы сможем нагнать температуру. Мы здесь неделю не были, даже больше чуть-чуть. И вот как раз были такие морозы сильные, что вот так вот она смогла опуститься в доме. Сегодня утром я выезжал из дома, было минус 19. Где-то там есть немножко гвоздиков, но ничего страшного. По весне все равно там перекапывать граблями это все поубираем. Будет все чисто. Печка дымит, просто ужас. Это вот так говорят, если дым с трубы идет столбом вверх, поклевки зимой не жди. А вот если он стелится, тогда домой придешь с уловом. Так, одна стена готова. Получилось как? Цельный лист. Его здесь немножко не хватило, пришлось пятерочкой дорезать. Вот здесь кусок вот такой. Тут тоже маленькая щелька, пришлось подрезать. Ну вот так получилось. Ну тут что-нибудь придумаю. Я думаю, запеню здесь. Плинтусики там, что-то сюда придумается. И вот здесь лист. Вот сложность заключалась вот здесь подрезать аккуратно, чтобы было минимум стыка. И вот здесь нужно было дорезать такую маленькую планочку. Но тут обналичником дверным закроется, я думаю, что будет неплохо смотреться. А сейчас традиционно предлагаю сходить на озеро, посмотреть заодно камеру, которая там уже стоит неделю. И с блестенькой сходим там 10 минут буквально и вернемся.
Ну вот, как вы, друзья, думаете, пускай выдра у нас появилась, ну, пару месяцев назад на озере, либо она была постоянно. Рыба же летом была, правильно? Была. Я и щуку, маленькую щуренка, ловил на спиннинг. Я наловила красноперу. Щуку на жерлицу словили, линя тут ловили. Вот куда эта рыба могла деться? Либо она просто спит, либо она наезженная. Но то, что съест выдра все тут, я, конечно, все-таки сомневаюсь в этом. Камеру я повесил, только сейчас заметил вверх ногами. Не знаю, сейчас посмотрим. Нет, нету. Одна запись ночью, но на ней ничего не видно. Нужно поменять место куда-то. Может, во дворе поставить, потому что очень много таких следов. Я когда приехал, как будто зайчих. И такие побольше. Но это, наверное, собака там ходила какая-то. Я думаю. Я сомневаюсь, что по двору бы там какая-нибудь косуля ходила. Вот эта торцевая стена, она вообще кривая. Тут получается надо как делать? Наверное, прибивать вверх, а снизу горизонтальную планку набивать, только две. Получается, низ будет в десятку, потому что стена идет вот так вот. Вот, получается, еще посередине нужно подкладывать. И тогда будет ровно. Мне очень нравится работать с этим материалом, с SB плитой, потому что легкий.
Можно самому монтировать что угодно, хоть целую плиту, хоть отрезки. Отрезается хорошо, держится хорошо. Вот у нас здесь пол вообще супер. Не хрустит ничего, поэтому если кто-то думает, что взять для чернового материала, берите ОСБ плиту. Они есть разные толщины. 6, 9, 12, 15, наверное, даже есть. Там вообще будет... Можно лаги через метр, наверное, наложить. Так, друзья, говорить о том, что мы на стадии завершения, это ничего не говорить. Работы еще достаточно. Угол очень хорошо получился. Прям стык в стык. Вообще супер. Нужно собираться, потому что я стараюсь Тимура забирать со школы, так как он переболел. Сейчас такая температура, погода, ноги промочит. Лучше я его позабираю, пока он до конца не наберется сил. Ну а доделать уже будем в следующий раз. Я надеюсь, что мы в следующий раз приедем и дошьем здесь, потому что нужно перенести розетки. Вот здесь вот будет щиток стоять. Дел, короче, очень много, поэтому уезжаем. Мы поработали почти 4 часика. Сейчас посмотрим, как набежала температура. Ну вот, пожалуйста. Когда мы приехали, было минус 15. С тем учетом, что я туда-сюда бегаю, у нас межкомнатных дверей нету. 10 градусов за пару часов. Ну, это супер результат. Поэтому, если каждый день топить, тут вообще будет жарище. А еще зашьем стены. Вообще будет класс. Все, друзья, собираемся, встретимся дома.
прошлом году я когда делал домик для кошек и кормушку на хуторе, я тоже основной способ обработки дерева тогда у меня был, это вот именно обжигал огнем. Это лучше всего, если низкие температуры, плюс это красиво. И это, ну, это хорошая обработка дерева, потому что она запаивает все вот эти вот древесные поры и не дает попадать влаге. Меньше подвергается древесина внешним воздействиям. Поэтому если нужно обработать при минусе, пользуйтесь вот именно обжигание дерева огнем. Планы на сегодняшний день — это домашние дела. Мы сегодня остаемся дома. Сейчас всех кормим, всех поем, везде топим. И будем разбирать елку и найдем чем себе заняться.
Жучка. Настало время и нашей елки. Уже ее, конечно, надо убирать. Мы уже ждем весну. Мы уже ждем, что мы ждем? Посадки рассады. Я уже закупаю семена. Ты ждешь, когда твои семена придут. Да. Вот. Но еще нам позвонили и везут нашу кухню. И нам надо освобождать место для того, чтобы часть сегодня разгрузили, часть завтра привезут и начнут ее устанавливать. Поэтому нам надо освободить максимальное место в зале. И помимо этого нам же надо будет и свою кухню выносить. Уже как они привезут, уже чтобы точно они привезли, уже мы начнем освобождать нашу кухню. Поэтому что? Поэтому скоро в роликах появится новая кухня. И надо убираться. Да, поэтому мы сейчас приберемся. Вот у нас много хороших новостей. Пока блестяще. А еще на улице зима. Папа, давай я буду засовывать. Сегодня у нас будет такой необычный ужин. Я буду делать крылышки, как KFC. Там, правда, делаются острые крылья. Дети острые не едят, поэтому дома можно сделать так, как вам нравится. Кто любит острые, тот делает острые. Мы острые делать не будем, чтобы детки кушали. Поэтому строим у себя KFC дома. Мы уже когда-то давно делали, Да. еще в городе, когда жили. Даже видео где-то есть. Где-то есть. Кому интересно, мы попробуем оставить его в описании этого ролика. Наверное, как-то пересматривал старые ролики, мы вообще как будто нас подменили. Я на себя смотрю и думаю, неужели это мы такие были с тобой? Да, были. Чтобы нам подготовить, нам надо наше крыло поделить на 3 части. 2 из которых будут входить в наши крылышки, а 3 нам она не нужна для данного рецепта. Это вот этот вот хвостик. Мы его убираем вообще. На нашу кормушку еще так никто и не прилетал. Хотя у нас на дереве рядом висело когда-то. И они там наши той кормушки ели, правда? Да. А тут уже 2 дня никто не прилетает. Ну, странно. Как заманить? Не Сало знаю. висит. Не знаю. Ну, я думаю, как они начнут сюда прилетать, то... Ну да, они как разнюхают. Помнишь, мы как-то снимали? Целый двор был воробьев. Угу. Посмотрим, может, надо будет ее убирать отсюда, чтобы они там не повымазывали с собой Площадку. ничего. Ну.
Ну, посмотрим. Сейчас замаринуем наши крылья на пару часов, чтобы хорошо мясо пропиталось. Я мариную как? Чеснок, соевый соус, паприка, карри, хмели сунели я добавляю приправу, черный перец и соль. Все это оставляем, пусть оно несколько часов без холодильника пропитывается наше мясо. Пошли, смотри. Мама, Митя. Это мой Это домик. еще не все. Нельзя Ника залазить. Завтра остальное будет. Еще, наверное, половина будет. И у нас еще сколько там, каких-то 3 шкафчика в это лежит. На кухне. Все, друзья, завтра начинают, ну, если все нормально, Сюрприз. начинают устанавливать нам кухню. Вау. Ты рада? Ну да. Я тоже. Никуша, вылазь, нельзя Вылазь, так не надо лазить. ходить нигде. Тут ничего, пожалуйста, не трогать, потому что завтра приедут. Ну, короче, пока непонятно, какая она. Вау. Ну, Чего непонятно, понятно уже. ну, типа, я вижу ручки такие, как ты хотел. Ну да. Вау. Ничего торчать не А будет, какой она будет вся пылесос монолитная. красивый. Или Вот, поэтому половину сегодня привезли, половину привезут завтра. И уже завтра начинают устанавливать. Ну видишь, он все ящики собрал. Да, вообще класс, да? То есть Не он то, будет что- сейчас как Ну, там конструктор чисто собирать. фасады. То есть у него, как я понял, весь Каркасы. низ и весь верх уже собраны. Останется дверцы, фасады, там все остальное, вот это вот. Столешницы скинали. Столешницы накидываются, Все вырезать. Я, конечно, не спрашивал, за сколько он соберет, но таким подходом, я не знаю, пару дней может. Ну, я надеюсь. Ну, я вообще не представляю, сколько просто собирается кухня. Так смотри, тут все основное собрано, которое, Он как ты сказал, собираешь. что надо в 2 рейса, потому что у вас получилось как 2,5. 3 даже говорил, как 3 кухни в квартиру поставить. Я даже на кухне не У ходила. него в огромный бус, но не влезло все в 2 рейса. Мгм. Поэтому, друзья, это уже будет следующая серия. Обязательно надо смотреть в следующую серию. В следующей серии будет, если все нормально... Ладно, не будем загадывать. Не будем загадывать. Смотрите следующую серию. Кстати, многие ждали. Все спрашивают, когда уже, когда Там, уже. там 2 кроватки. Это не кроватки. Что это? Ну, еще там 2 огромных и одна какая-то это... Короче, не знаю. Я уже забыл, как она выглядит должна. Длинная. И одна длинная. Покажи сейчас. Смотри. Вова, а тут твой домик. Класс. Это мой 2 дом. ящика. Тут 3 ящика, ручки такие. Мама, Они металлические. мама, смотри. Еще не все. Тут такие полки, короче, у тебя будут прикольные. Я, короче, вообще в шоке. У тебя какая-то супер крутая кухня будет. Я что-то не рассчитывал на такую. То есть у нас будет. Это похоже, чтобы мороженое продавать. Это вот это, которое выезжает. А, это выдвигаться Да. будет. Это возле варочной будет Да. стоять. Это похоже, как мороженое продавать. Та-та-там. Ой, какие тяжелые. Это Я не могу уже. Почему он не сегодня это все делает? Че он поехал? Он что, не понимает, что я буду страдать сейчас всю ночь?
Вообще, чтобы вы понимали, я уже позвонила в Горгаз, уже все там с плитой мы договорились, я уже даже их на воскресенье заказала, чтобы они подключали нашу варочную. Он уже все. Он завтра обещал, что уже варочную он врежет. Ну, мы вот какое-то время побудем, получается, 2 дня побудем без газа. У нас есть соседний дом с У газом. нас есть соседи. Пустой дом у нас Ну, мне есть. дедушка сегодня звонил, говорит, так у нас есть, готовьте. Ну. В общем, все. Ну, знаешь, что еще загадка? Это скинари и столешница. Столешница, Здесь да. ее нету. И надо, чтобы он что, не понимает, что надо было ее привезти, чтобы я приложила уже. Посмотрела, как оно будет. Это что за Я довольна. коробки? Я довольна. Мы с тобой тогда хорошо, что когда он 2-й раз приезжал, мы цвет поменяли. И кушай не трогай. Угу. Да? Я думаю, что Был здесь желтоватый. телевизор. Здесь огромный телевизор, а здесь огромный пульт. Короче, боль. Больше глаза. Чуть-чуть. Я еще вот потерпеть мне надо. позвонил, я приеду, привезу, на следующий день снова уже приеду, буду Светка, да. Но сейчас, когда он это все навез, я уже это хочу видеть. Куда он приехал вообще? А куда оно влезет? В кухню. Я не знаю. Боль в глаза. Но у нас же верх только с этой стороны. Ну и там, И там. где чуть-чуть. Там чуть-чуть в угол. Там один ящик сверху. Боль в глазах у мамы. Уже все, уже там холодильник это. Но, нам надо же подготовиться. Ой, Теперь теперь сейчас надо- надо старую кухню выносить. Ну, чуть попозже. Надо мне на улицу Давай. сходить. Нам надо старую кухню вынести. Эту кухню нам давали печки-лавочки. Поэтому мы ее возвращаем. Они к себе там забирают в гараж или куда там Юра хотел. Вот. Поэтому, наверное, какую-то часть будем с тобой, да? Сразу, может. Сейчас я позвоню ему, узнаю. Короче, я думаю. Матенька. Мне же, вы что понимали, у меня уже тарелки есть. Я уже там куча всякой мелочевки. Уже там носки, все, я уже иду заказывать. Все, что у меня еще нет. Уже можно. Наконец-то. И мы все купили. И плиту, и духовой шкаф, и мойка, и кран. У нас все полностью куплено. Поэтому все, ждем установки кухни. Мам, Да? а можно И себе... будем скоро пить чай на новой кухне. Готовить на новой кухне. Будем снимать наши шедевры, наши рецепты на новой кухне. Мама, знаешь, а у нас и так есть новая столешница. Где? Там на кухне Это стоит. стол А, со стульями. Подогнала прицеп ближе к крыльцу, потому что будем сразу старую кухню складывать в прицеп, и завтра, наверное, завезем Оле с Юрой с канала Печки-лавочки. Плюс нужно расчистить двор, и я хочу во двор загнать Ауди, потому что я на ней сейчас не езжу, она там просто так стоит. Расчистим и загоним, пускай стоит во дворе. Машина без движения уже метра месяца 2 стоит. Аккумулятор сел полностью, плюс еще морозы. Он был такой чуть слабенький. Сейчас мы его зарядим. Пока будет он заряжаться, мы почистимся и загоним ее.
Она как капсула времени. Ну, я не знаю. Месяц в морозе она простояла. Еще точно месяц до морозов. Может, даже больше. Но я почему-то в ней уверен. Сейчас поставим аккумулятор, и она заведется обязательно. Ого! Антифриз есть. Масло есть. Так, вот я сюда ставил карбюратор. Подсос не забываем. В ней когда-то стоял Каеджи-троник, это механический инжектор. Так, один раз крутанем, масло прогоним. Все. Крутит. Со второго раза. Сцепление отпускаешь, глохнет. Масло очень густое. Со второго раза. 2 месяца точно настояла. Мороз сейчас минус 15. Работает. Но ее холодный, конечно, трясет. Обороты держит, даже 200 нету. Ну ничего, сейчас она поработает. Все нормально, еще прокатимся в ней. Едет. Наши крылышки замариновались. Теперь нам надо приготовить панировку. Нам понадобится мука, сладкая паприка и карри. Мы сейчас попробовали не по тому рецепту, как мы делали, а я посмотрела в интернете. И вообще не такие, правда? Угу. И все-таки решили, что мы от нашего рецепта не уступим. Сейчас исправить эту ситуацию очень легко. Нам нужно просто взбить яйца, посолить там, все по вкусу сделать, и добавить муки, сделать такой густоватый кляр. И дальше я покажу, как надо сделать те самые крылышки KFC. Поэтому интернету не верьте.
что просто в муку. Так не получится. Вот, смотрите. Настоящий KFC. Огромная. Да, супер. То, что надо. И вот на муке они практически сразу стали такие темные. Поэтому не верьте, да? Не верьте интернету, верьте нашему интернету. Ну, вот реально, когда-то я в свое время где-то высмотрела, я уже не помню где, этот рецепт, и сегодня, я думаю, залезу, я же уже так особо не помню. Ну, помню, что надо там кляр сделать, все, думаю, ну какие же специи добавить. И крылышки KFC, они острые, но так как дети, острые ты не будешь делать. Ну все, я смотрела, какие специи, думаю, посмотрю как. Смотрю в муке. Я говорю, ну мы с тобой 100% делали в кляре вначале. И вот, мы правы. Что вот, наш рецепт рабочий. Ну и, конечно, у нас самые внимательные зрители. Они заметили, что там одной не хватало. Ну мы попробовать на соль. Да, мы попробовали на соль, если что. Поэтому соли достаточно. Ну, они даже Я специй по хорошо. вкусу, знаешь, ну, типа, как бы, даже не могу передать. Вот такая корочка просто получилась сверху. Вот как рыбу ты жаришь, да? Вот как рыба, такая же корочка получилась, как в рыбе. А вот как ты сейчас в кляре делаешь, там будет вообще другой вкус. Там будет и кляр вот этот сам по себе, он будет такой хрустящий. Надо его не передержать, он будет такой вкусный. Поэтому тут нужно было попробовать, чтобы в следующем не испортить. Уже настоящие крылышки. Да? А вы заметили, что у него буква М на лбу? Вот, видите? Между глаз М. Это значит, он Матроскин. Настоящий. А что ты для пробы? Горячо. Ты возьми. Дети пускай пробуют. Вкусно. Ой, горячо. Очень вкусно. А мне нравится. А мне очень горячо. Очень вкусно. Это горячее, на самом деле, взяла. Не, на тебе холодный. Вот этот. Вот, холодный. Так ты возьми ту, которая настоящая. Вот самая настоящая дегустатора. Ну что, дети? Вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. А знаете, почему вкусно? Почему Еще? вкусно? Потому что мы едим с маминым кетчупом. Ну, потому что вкусно. Ну да. 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 Вкусно. Даже да. этот вкусный. Очень вкусно, да? Да. Всем, да. Друзья, кушаем. Нам еще сегодня кухню разобрать. Это Все кость. вынести, сложить в прицеп. Я не тут куча работы. Поэтому не переключайтесь. Тут кость огромная. Ну Ну, ты не даже кушай крылышки. косточку. Ты Ты обгрызай. объедай по кругу. Они, кстати, у нас крылышки KFC ни разу не ели, потому что они острые. Мы никогда не покупали их. Мы знали, что они не будут кушать. Жестко. Ну да, попробуем твою. Вот эту, то есть в кляре нашу настоящую. Матроски. Это точно настоящее. Вкусненько.
А это самое настоящее. Весна. Угу. По-другому? Вообще по-другому. Просто. Весна. М. 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 Очень вкусно. Ням. Какой вкусный. Идет процесс уборки, разборки. В общем, моя задача со всей кухни, что у нас есть, поместить в эту комору. У тебя Но я полок там практически достаточно? справилась. А Полки-то тут все заняты. Вон сверху пустая. А туда тяжело заложить. С твоими руками. А кстати, здесь уже мало места. А здесь только цыпочка может ходить. А цыпочка это ты? Да-да-да. А красный сок куда будем девать? Куда будем девать? Нужно его быть. Ник, его нужно выпить срочно. Его надо туда, в котельную. Это не котельня. Кладовка. Вау. Расскажите ваши чувства. Какие? Ну как тебе? Ну, мы ждали приближения вот этого. Верится? Не верится? Нет, я вообще не знаю, что будет здесь завтра. Ну, что-то будет. Явно что-то будет. Тебе помочь? Это нет. Ну ты все же убрал, да? Нет, еще вот там специи. А так да, все. Все, друзья. Всю кухню уже вынесли, осталась мойка. Ну, мы оставим ее, да? На всякий случай. Ну, утром уже ее. Утром, если что, снимем. Будем на этом заканчивать серию. Спасибо, что вы досмотрели ее до конца. Напишите нам комментарии, поставьте лайк. Подпишитесь обязательно на нас. А мы вас всех любим, всех обнимаем. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. Пока! Ну, я думала, к нам кто-то стучится. Новая кухня. Ага. Это Николь играется. Музыкантка. Ник.